Если ты хоть немного знаком с миром Дельтарун, то наверняка знаешь, эта игра скрывает куда больше, чем кажется на первый взгляд. Она буквально наполнена тайнами, которые будто специально спрятаны так, чтобы найти их могли только самые внимательные и терпеливые игроки. И поверь, здесь есть что разгадывать. Сегодня мы погрузимся в самые крутые пасхалки и пропущенные фразы, которые вы могли упустить, особенно если играете впервые или не лазили по всем углам игры. Начнем, конечно, с первой главы. Она кажется самой простой и понятной. Но и там полно интересностей. Например, знакомый многим фанатам персонаж Джевил, один из самых загадочных секретных боссов в игре. Его можно встретить только в определенных условиях. Его диалоги полны странных намеков. Он словно намекает, что весь мир не что иное, как игра, где все подчиняются непонятным законам. Такие фразы заставляют задуматься. А что, если сама Дельтарун — это не просто приключение, а нечто более глубокое и загадочное? Кроме того, в первой главе есть персонаж по имени Санс, который, как известно, пришел из Undertale. Его диалоги здесь тоже нельзя пропускать. Он периодически упоминает что-то загадочное, что сразу же вызывает вопросы и подталкивает к поискам скрытых смыслов. Например, упоминание о странной музыке или таинственных костях. Все это создает атмосферу, будто под слоем внешнего сюжета скрывается целая вселенная загадок. Переходим ко второй главе. Здесь пасхалок становится еще больше, и атмосфера уже совсем иная. Например, если просто пройтись по городу и внимательно осмотреть мусорку, можно найти множество странных предметов. Это не просто декоративные объекты, а настоящие намеки на технологическую и сюжетную подоплеку игры. Среди этих предметов старые видеоигры и загадочные диски, которые словно рассказывают свою историю, если знать, как их интерпретировать. Особое внимание стоит уделить секретному боссу Спамтону Нейл. Этот персонаж — настоящий кладезь отсылок и пасхалок, которые касаются не только сюжета Дельтарун, но и культуры интернета 90-х. Его речи напоминают рекламные спам-сообщения и устаревшие маркетинговые уловки. А бои с ним наполнены визуальными эффектами, словно из старых операционных систем. Это, безусловно, добавляет игре особый шарм и ностальгическое настроение. Однако, наибольший интерес у фанатов вызывают 3 и 4 глава. Именно там можно найти самые глубокие загадочные пасхалки, которые буквально ломают голову и вызывают массу теорий. В 3 главе, например, есть загадочный персонаж, который появляется всего на несколько мгновений в определенном коридоре. Многие уверены, что это намек на Гастро. Однако из самых таинственных персонажей Undertale, его появление настолько неожиданно, что большинство игроков просто пропускают этот момент, не успевая даже понять, что видели. Не менее интригующей является зашифрованная фраза, спрятанная в фоне одной из комнат. Расшифровка ее звучит как «The Darkness Waits». Тьма ждет. Это, пожалуй, один из самых сильных намеков на то, что впереди нас ждут мрачные и неожиданные события, которые могут изменить всю картину мира Дельтарун. Также стоит отметить многочисленные загадочные фразы NPC, которые с виду кажутся обычными, но при ближайшем рассмотрении открывают новые смыслы. Например, одна из реплик в 3 главе звучит так: «Некоторые двери ведут туда, откуда никто не возвращается». Эта фраза словно предупреждает или подсказывает, что в игре есть зоны, к которым нужно подходить очень осторожно. И, возможно, они созданы с альтернативными путями сюжета. Четвертая глава. Это уже целая кладезь загадок и пасхалок, где каждая деталь может иметь значение. Например, в комнате главного героя, Криса, есть зеркало, которое в определенный момент начинает показывать что-то необычное.
в отражении появляется островная фигура, которая тут же исчезает, как только на нее смотришь. Этот момент вызывает бурю обсуждений среди фанатов, многие из которых считают, что это может быть Гастер, или даже нечто более мистическое. Еще одна необычная находка – таинственный продавец, с которым можно поговорить, если выполнить длинную цепочку заданий. Его слова словно исходят из другого измерения. Он говорит о том, кто пишет законы этого мира, намекая, возможно, на самого создателя игры или на некую силу, контролирующую события. Музыка в 4 главе тоже не остается без внимания. В нескольких локациях слышны знакомые мелодии из Undertale, но искаженные и замедленные. Особенное впечатление мелодии напоминает His Them. Трек, который связан с персонажем Азриэль в Undertale. Это добавляет игре глубины и показывает, что две игры связаны не только сюжетом, но и музыкальными отсылками. Не забудем и загадочную картину в одной из комнат, где изображен силуэт с глазами в форме звезд. Крис говорит, что эта картина кажется ему знакомой, и это наводит на мысль о будущем сюжетных поворотах и возможных новых персонажах, которые еще появятся в игре. А как тебе мысль о том, что после финала 4 главы можно услышать фразу Сьюзи? Ты чувствуешь, как будто кто-то смотрит на тебя через экран. Это мощный прием, который ломает 4-ю стену и делает игрока не просто наблюдателем, а частью этого загадочного мира. И наконец, символ глаза, который повторяется в разных местах, на стенах, предметах и в самых неожиданных уголках. Его трудно заметить, если не быть очень внимательным, но именно он становится ключом к пониманию многих тайн. Кто же этот наблюдатель? Фанаты выдвигают разные теории, от Гастера до новых, еще не раскрытых персонажей. Как видишь, Дельтарун не просто игра, это целый мир загадок и тайн, который ждет, чтобы его исследовали. В каждой главе спрятано столько интересного, что одного прохождения просто не хватит. Так что, если хочешь по-настоящему понять глубину этой игры, возвращайся, исследуй, читай между строк и прислушайся к самым тихим намекам. И кто знает, может именно ты станешь тем, кто раскроет все ее секреты. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте заходить на мои соцсети, такие как Boosty, Discord, Telegram канал и многие другие, по ссылочке в описании. Прошу поддержать меня монеткой на все так же Boosty, либо же Donation Alerts, так как в последнее время мне приходится делать с трудом видео по Дельтарун из-за финансов. Ну а с вами, как всегда, был ваш любимый Крисет. Всем удачи и помните, Дельтарун не просто игра.